Косвенные показатели самочувствия экономики. В России растет выработка электроэнергии, растет и потребление. То есть компании говорят, дайте ток для нового оборудования, станков, компьютеров, помещений. Как они развиваются, мы сейчас и расскажем. Вот первая история. Помните кадры из советских фильмов про уборку урожая? Когда довольные жизнью люди едут в кузове прямо на картошке, капусте, ну или, например, арбузах. Думаю, что схема вполне рабочая и для сегодняшнего дня, но для теплых регионов. Но в России много труднодоступных, холодных мест, где, конечно же, нужно работать. Сотни решений для таких ситуаций готов предложить этот завод в Челябинской области. В сентябре 2024 года мы праздновали 30-летний юбилей. За этот период из завода спецтехники ГИРТ вышло 20 тысяч единиц техники. Постоянно развиваемся, каждый год развиваемся. Основной наш профиль – это производство спецтехники для нефтегазовой отрасли, для энергетического сектора. Производство полного цикла. Такое тюнинг-ателье. На базе грузовиков конструкторы придумают, а в цехах воплотят решение на любой запрос заказчика. Получается, что раз каждая машина – это уникальная, это каждый раз и вызов. Да, смотрите, значит, мы изначально строили такую стратегию, мы не за серийное производство. То есть по году у нас выходит в прошлом году 808 единиц техники. И учитывая, что это не серийный характер, достаточно серьезные объемы. С учетом, что иностранные конкуренты укатились с рынка, спрос только растет. Например, спецтехника этого завода строит газопровод «Силы Сибири-2». А вот машина, чтобы обслуживать мосты и высоковольтные линии. Если помните фильм «Ночной дозор», там ездил такой узелок, да, там, с такой вот некой штукой, с подъемной под обслуживание высоковольтных сетей. Так вот, сейчас такого завода, который производит такую технику, их нету. И вот один из ярких примеров, как работают наши конструктора. Мы ощутили эту потребность на энергетическом рынке, компании об этом озвучили, нам нужны такие машины, и спустя, наверное, 7-8 месяцев мы произвели такой автомобиль. По расчетам компании, потребность рынка минимум 700 таких машин. Еще пример. Техника, которая трудится в аэропортах. Уже сделали трапы. Есть определенная гордость. 2 трапа, изготовленные здесь, на этом заводе, они обслуживают борт номер 1. И это не просто лестницы на автомобиле. Свои специалисты разработали шасси, машинное зрение, которое видит, как правильно подъехать, чтобы не повредить дорогущий самолет. От А до Я вместо зарубежных всего за 4 месяца сделали и амбулифт для посадки на борт людей с ограниченными возможностями. Вот эта техника уже применяется. Да, вообще аэродромная спецтехника используется в 47 гаванях нашей страны СНГ. Конкретно данный автомобиль, это мы получили заказ, поедет в Шереметьево в количестве 2 единиц. Делая ставку на российские детали, компания не только развивается сама, участвует много смежников. Вот, что касается этой машины, 52 компании, которые нам поставляют необходимые компоненты. Вот она, огромная мультипликация. И это все возвращается налоговым начислением обратно государству. А что же дальше? Понятное дело, новая спецтехника. Если смотреть 3-летнюю траекторию, у нас в планах это производство трапа на электроходу, электричка так называемая. И мы уже видим, что в крупных гаванях строят инфраструктуру электрической зарядки, и это будет очень востребовано. Технические решения у нас уже у конструкторов есть, как это реализовывать. Второе, значит, это под погрузку крупных багажей, так называемый АПК, перегружатель. В планах и расширение. В этом году откроют новый инженерный корпус. Ну, про людей тогда уточняющий вопрос. Хороший конструктор на вес золота уж точно. Абсолютно. Дефицит есть кадров? Как вы решаете эти вопросы? Дефицит кадров есть, и заманить просто деньгами это практически невозможно. Поэтому тут некая комплексная программа мотивации, и материальная, и моральная. И еще самое главное, мы даем возможность для всех наших сотрудников на заводе саморазвиваться и самореализовываться.
То есть история даже не про деньги. Кулибинам предложили собрать гоночный грузовик. Там глаза загорелись просто безумно. При этом оплата... Как фары, вот так. вот, Да. правильно, При этом оплата, то есть это только на факультативе. И теперь Monster Truck завоевывает медали. Вообще решение сложного вопроса дефицита кадров – задача совместная – государства и бизнеса, чтобы готовить специалистов не в стол, а ближе к производству. В частности, в вузах Челябинской области обучается более 80 тысяч человек. Мы, к примеру, только за последний год открыли 2 новые кафедры в нашем главном вузе, Южноуральском госуниверситете. Первое – это факультет робототехники и мехатроники, который как раз решает задачу, связанную с развитием промышленной робототехники в регионе. Второе – это кафедра, точнее факультет новых материалов. Дальше это целевое обучение. Очень важное направление. Сегодня уже около 4000 человек у нас в вузах обучаются по этому принципу. Если говорить о среднем образовании, то, конечно, главный проект у нас – это профессионалитет. Мы уже создали 17 центров профессионалитета в регионе. Это больше, чем в любом другом регионе нашей страны. И, соответственно, эту работу продолжаем. За специалистами ведет охоту и следующий герой – компания из Нижнего Новгорода, без продукции которой не заработает энергосистема автомобиля или, например, тепловоза. Вот так выглядит нервная система автомобиля. Например, Ауруса, на котором передвигается президент России. Жгут проводов. Предприятие в Нижегородской области освоило десятки тысяч наименований такой продукции. И в производстве довольно много нюансов, о которых мы сейчас и расскажем. В этом году заводу 20 лет, и начинался бизнес просто с поставки автокомпонентов. Но призвание оказалось иным – выпускать жгуты. В некоторых по 5-6 километров проводов. Да, это сложнейшее техническое изделие. В состав изделия может входить, вот как на этом примере, более 5000 различных компонентов. Очень большая комбинаторика. Наше предприятие работает с десятками разных клиентов. У каждого клиента сотни номенклатур. К примеру, в автомобиле порядка 30 жгутов, которые соединяют разные системы. Освещение, тормоза, климат, управление двигателем. Ну, вот, в частности, этот продукт это для Ауруса или нет? Да, это самое сложное изделие в Российской Федерации для автомобиля. Это изделие для премиального автомобиля. То есть это вызов для автопрома. Над созданием премиального автомобиля потрудились свыше 200 российских предприятий, которые сделали двигатель, коробку передач, кузов, отделку и электронику. Кстати, у нижегородской компании опыт-то богатый. Были поставки зарубежным автопроизводителям, пока они не захотели уйти с рынка. Ушли и ушли. Сейчас берут свои. Например, элементы системы обогрева стекла уходят АвтоВАЗу. Оно запаивается внутрь стекла и подогревает элементы подогрева стекла. А, вот эти вот прожилочки. Да. Это уникальный, достаточно интересный продукт с очень интересными запатентованными составляющими. Жгуты проводов покупают и производители тепловозов, сельхозтехники. Мы выпускаем более 1000 наименований продукции для десятков компаний, у которых также, вот, например, у Россельмаша порядка 400 номенклатур, которые мы делаем в постоянном режиме для десятков разнообразных видов сельхозтехники. А объемы? Объемы на протяжении последних лет у нас растут. Мы ежегодно прирастаем где-то процентов 10-15. Есть и поставки за рубеж. Есть у нас действующие заказчики в Республике Беларусь и в Казахстане.
Ну, Беларусь это, наверное, тоже комбайны. Это да, комбайны, туда же, да. да? А в Казахстане это там ряд производителей, которым поставляли жгуты для «ГЛОНАСС». Производитель признает, объемы экспорта просели. Чтобы ситуация справлялась, готов помочь Российский экспортный центр. Есть много мер поддержки, которые продолжают развиваться. От обучения и участия в бизнес-миссиях и выставках до помощи в выходе на зарубежные маркетплейсы и компенсации затрат на логистику. В прошлом году поддержано более 24,5 тысяч компаний, а объем экспорта превысил 1,5 триллиона рублей. О развитии системы поддержки экспортеров, об их вкладе в экономику России генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина рассказала Владимиру Путину. Несырьевой экспорт формирует высокопроизводительные рабочие места, высокооплачиваемые рабочие места. Причем одно рабочее место в производстве несырьевого товара формирует 2 рабочих места у смежников за счет межотраслевой кооперации. Это и те, кто поставляет комплектующие, и транспортная отрасль, и технологи, инженеры и так далее. Сейчас в России 6 миллионов рабочих мест сформированы за счет несырьевого экспорта. Возвращаясь в Нижний Новгород, еще о поддержке, которую компании хотелось бы получить. Производство жгутов во многом труд ручной. При этом ни одно учебное заведение не выпускает таких специалистов. И нам приходится, в принципе, обучать их самих. Для этого у нас есть свой учебный класс. И заводу хотелось бы господдержки инвестиций даже не в оборудование, а в персонал. Чтобы льготное кредитование было направлено не только на покупку оборудования или лизинг оборудования, но и на оборотные средства. Потому что, когда растут объемы, растет производительность труда, оно требуется повышения переменных затрат. А вот на них как раз-таки не всегда хватает средств. То есть прежде всего пересмотреть саму, скажем так, целевую поддержку таких предприятий, у которых много ручного труда. И это не значит, что завод не старается автоматизировать производство. Старается. На разработку системы планирования получили грант фонда Сколково. Очень много у нас, в принципе, автоматизированных систем проверки качества, в которых задействован искусственный интеллект, где проверка электроцепей, геометрии проверяется уже с помощью искусственного интеллекта. Так что на предприятии говорят, что потенциал роста еще есть раза в 2. Своими силами и с поддержкой. Конечно, ставки в экономике, они являются сейчас чрезвычайно сдерживающим фактором. То есть они сдерживают любой, даже уже не инвестиционный спрос. Инвестиционный само собой. То есть мне приходится сейчас дополнительные какие-то аргументы находить, чтобы люди все равно продолжали двигаться вперед. Мы будем реагировать гибко, нам к этому не привыкать. Нас жизнь потренировала и ковидом, и санкциями, что мы решения принимаем в течение нескольких дней после проявления какого-то фактора. Мониторим ситуацию. И я думаю, что в любом случае, как я уже сказал, я оптимист, рассчитываю на то, что положительную динамику экономика Нижегородской, по крайней мере, области продемонстрирует и в этом году. А теперь отправимся в Татарстан, где работает компания, которая тоже верит в рост спроса на свою энергопродукцию. Техника, которая работает на складе. Убирает, например, помещения, различные медоборудование, электроприборы. Всему этому нужны аккумуляторы. Такие производят в Казани. И сейчас мы покажем, как все устроено. Технический директор нам показывает, как на производство литиевых аккумуляторов постепенно приходит автоматизация. Вот, например, установка сварки. В холдеры загружены аккумуляторные ячейки в определенном порядке. Настраивается программа. И, соответственно, если посмотрим с двух сторон, происходит сварка одновременно с двух сторон. То есть, если бы это выполнял человек, насколько бы это было бы медленнее? Раз в 4. Модернизацию будут продолжать. От этого сборка быстрее, качество выше. В планах у нас ввести оборудование, которое позволит полностью исключить человеческий труд. То есть на входе будут загружаться комплектующие. Дальше за счет роботизации
будет производиться сборка, и уже на выходе будем получать конечный продукт, готовый к окончательному контролю и отгрузке на склад. А теперь подробнее о продукции. У компании уже за спиной более 4500 проектов. Начинали с литий-полимерных элементов. Вот сам литий-полимерный элемент так выглядит в форме пакета. Применяется он от радиоэлектроники и телефонных аппаратов до беспилотных летательных аппаратов. Очень большая сфера применения. Вот именно на таких пакетах были наши первые сборки. Ну а дальше опыт позволил производить продукцию под любой запрос заказчика. Данная аккумуляторная батарея была спроектирована по техническому заданию клиента для геодезического оборудования. А вот аккумулятор для техники, которая моет полы. Есть для систем видеонаблюдения. А для беспилотников здесь как-то представлено? Для беспилотников тоже у нас есть один из экспонатов наших. Тоже здесь применяется наша электроника, разработанная нашими электрончиками, плата индикации. И вот такая монтажная плата для более надежного соединения ячеек. Сами ячейки по российскому заказу делают в Китае. Пока что. Ведь компания открывает новый завод, и там уже производство полного цикла. Завершение данного проекта позволит нам изготавливать аккумуляторные элементы энергоемкостью до 340 Вт-час на килограмм. Новое производство – это и возможности для расширения ассортимента. Выйти на рынок складской техники и не только. В перспективе было бы, наверное, интересно нам внедриться и в электромобили. Но пока об этом мечтаем, но в целях имеем. В планах и выход на экспорт. Сейчас как раз идут переговоры. Основные направления – это СНГ, страны СНГ, Ближний Восток и некоторые регионы Средней Азии. Для начинающих экспортеров, да и не только для начинающих, есть полезный ресурс – цифровая платформа «Мой экспорт», которую запустили в рамках нацпроекта. Она для того, чтобы поставщики были в курсе, какие меры поддержки вообще есть, как пройти обучение, как получить сертификат «Сделано в России». И здесь отдельно хотела обратить внимание на один из очень эффективных инструментов повышения узнаваемости нашей продукции за рубежом, потому что одна из проблем для новых рынков – это незнание про наши возможности. Это программа «Сделано в России». Мы благодарим вас за то, что вы поддержали эту программу. Мы формируем узнаваемость нашей продукции, мы маркируем такой птичкой и продукцию, и электронные виртуальные полки под зонтичным брендом «Сделано в России», и павильоны. И она уже летает по очень многим рынкам дружественных стран. Сертификат «Сделано в России» добровольный. Эффект очень простой. Потенциальный покупатель воспринимает птичку в цветах триколора как знак качества. Хорошая помощь для экспортеров, в числе пока еще начинающих, и герой нашей следующей истории из Тюменской области. В современной жизни без такого устройства никуда. Например, завод, насосная станция, котельная остановятся. А что это за устройство, которое производят в Тюменской области? Мы сейчас расскажем. Это, поверьте, далеко не просто ящик с проводами. НКУ или низковольтное комплектное устройство – один из видов продукции компании. Внутри шкафа органы управления, настройки и защиты электросетей. Именно вот это у нас изготавливается для одного из заказчиков, используется для обеспечения питания объекта, вот так называемой насосной станции НКУ с высоким напряжением. Вот такие большие или маленькие, они используются во всех объектах. Любой объект промышленности, школы, садики, спортивные залы. Без таких устройств можно забыть об автоматизации производства, роботах и конвейерах. А поскольку все по индивидуальным заказам, о серийности речи почти не идет. Все изделия, то есть практически вот за 20 лет, они вот уникальные. Что касается начинки, то еще есть зарубежные элементы из дружественных стран, но процент российского растет. Сейчас можно сказать, что в этом изделии, вот именно в этом, до процента отечественного оборудования вот
то есть более 90%. Все контроллеры, все шины, болты, пластик, корпус, винты – это уже все отечественное. Есть и другая своя продукция. К примеру, вот датчик давления. Когда-то такие были зарубежными. Но вот получилось не хуже, да, чем зарубежные? Или даже лучше? Я бы даже сказал лучше, именно поэтому мы сейчас с легкостью это предоставляем гарантийные обязательства до 5 лет, а на некоторые изделия они еще больше. Еще делают контроллеры. Управляющий элемент – это сердце, это вот организм, он принимает сигналы с исполнительных устройств, обрабатывает это и выдает на управление. Центральная нервная система. Да. Для сторонних производителей в кооперации собирают платы, утоляя кадровый голод, сотрудничают с учебными заведениями и готовят специалистов сами. Благодаря участию в нацпроекте производительность труда выросла почти в 2 раза. Сейчас российский рынок активно увеличивается, и даже по нашим изделиям и объемам продаж мы видим, что объемы увеличиваются не на штуки, а в разы. То есть мы рассчитываем, что с 2025 года мы будем производить до нескольких тысяч изделий в год. И компания собирается выходить на зарубежные рынки. Мы сейчас развиваем отношения, к нам проявили интерес из Узбекистана и Казахстана. Это изделие может быть и использовано и в других странах СНГ. В целом объем экспорта Тюменской области за 9 месяцев прошлого года вырос в 1,5 раза. С поддержкой, конечно. Поиск партнера, помощь в заключении контрактов, ну и сопровождение уже на этапе реализации. Через Центр поддержки экспорта Тюменской области в прошлом году такие консультации, такую поддержку получили почти 600 предприятий. Совместно с Торгово-промышленной палатой Тюменской области в прошлом году было организовано более 30 международных мероприятий, в том числе и бизнес-миссий с выездом в страны, с которыми у нас очень активно развивается внешнеэкономическое отношение. Хорошей возможностью для экспортеров заявить о себе на заграничной земле стало участие в фестивалях-ярмарках «Сделано в России». Их с прошлого года Российский экспортный центр провел уже несколько. В Китае, в Объединенных Арабских Эмиратах. Например, в китайском Харбине фестиваль уже во 2-й раз. В иных форматах с нашими товарами знакомят иностранных клиентов и в Индии. В списке желающих Индонезия. Опять же, на Иннопроме в Ташкенте можно увидеть то, что сделано в России, и, конечно, заключить договоры о сотрудничестве. Так что, несмотря на старания стран недружественных, партнерство с дружественными развивается. 22 год санкции начался, 2-й этап жизни эволюции системы поддержки экспорта. И основная задача этого этапа заключалась в том, чтобы перенастроить разорванные торговые связи, переориентироваться на рынки дружественных стран. И с 25 года мы находимся в 3-м этапе. Мы хотим еще раз поблагодарить за то, что в числе национальных проектов, утвержденных на следующий стратегический цикл, наш обновленный национальный проект также утвержден. Программа поддержки и продвижения российской продукции за рубежом до 2030 года одобрена правительством. В рамках обновленного у нас проекта «Международная кооперация и экспорт», например, поставки продукции АПК должны в 1,5 раза прибавить в объемах. В целом экспорт вырастет на 2/3. Реализация нацпроектов технологического лидерства, она же направлена не только на наших граждан и на наши предприятия, а на то, чтобы создать конкурентоспособный, экспортно-ориентированный продукт, который будет такого уровня качества, и в этом, собственно, заключается технологическое лидерство, которое позволит выходить на новые рынки и не просто конкурировать, но их занимать на долгие-долгие годы вперед. Вот очень все взаимосвязано. Вот такие истории развития. Даже на примере тюменской компании. 23 года она поставляла зарубежное оборудование. Теперь выходит на экспорт. Построила завод в индустриальном парке, где за счет государства подведены коммуникации. Сейчас имеем какие-то преференции по налоговым льготам на имущество. И также пользуемся большими программами по лизингу, промышленный кэшбэк, субсидии. И собирается развивать еще 3 площадки. Во столько же увеличить штат и ассортимент. Производители аккумуляторов из Татарстана тоже запускают новый завод.
площадью 5000 квадратных метров. То есть помимо этой площади у нас еще Плюс 5. Плюс 5, соответственно, что позволит нам расширить масштаб в беспилотных системах. Станет просторнее и проектировщикам спецтехники в Челябинске. В этом году мы вот запускаем уже целый инженерный корпус, двухэтажное административное здание для конструкторов. И вот каждый год мы стараемся какие-то открывать новые мощности. Вот такие примеры, если кто-то вдруг подумал, что в России на фоне санкций не открывают ничего нового. Скорее наоборот, время возможностей, в частности для тех, кто трудится в сфере энергетики.